Природа богата несметным количеством явлений, которые завораживают наш взор. Даже самые простые из них, такие как дождь или снег, порой оказываются чем-то удивительно красивым и притягивающим внимание. Наверняка вам не раз хотелось в яростный ливень выйти на улицу и насладиться тем, как шумят капли воды, стремительно несущиеся к земле, или же зимой понаблюдать за тем, как снежные хлопья медленно кружатся и покрывают собой все вокруг. Вот только никто не хотел бы промокнуть и простудиться, но этого можно не бояться, если воссоздать природное явление в миниатюре, у себя дома. Давайте попробуем устроить маленькую метель. Для этого нам понадобится немного сухих нитрата калия и хлорида аммония, камфора, этиловый спирт и вода. Первым делом растворим сухие соли в воде. Оба вещества растворяются хорошо. Камфору же растворим в спирте. Для того, чтобы опыт удался, подогреем наши смеси для полного растворения веществ. При этом не забудем накрыть наши сосуды, чтобы предотвратить испарение воды и спирта. Наконец, перельем наши растворы в заветный сосуд. Герметично закроем и подождем. Сначала в стакане образуется туман. А затем начинается настоящий снегопад. На самом деле, мы с вами не только провели красивый опыт, но и изготовили настоящий химический барометр, способный по описанию английского вице-адмирала и метеоролога Роберта Фицроя предсказывать погоду. Того самого Фицроя, с которым Чарльз Дарвин отправился в кругосветное путешествие. Во время своих странствий адмирал активно пользовался этим прибором и подробно описал принцип его работы. Считается, что если раствор в сосуде прозрачный, то погода будет ясной. Если мутный, то возможны осадки. Мутный с маленькими кристаллами – гроза. А если же образуются игольчатые кристаллы – быть заморозком. С точки зрения физики мы наблюдаем не что иное, как кристаллизацию камфоры в растворе. Однако полный список факторов, влияющих на этот процесс, неизвестен и по сей день. Одни исследователи считают, что главную роль играет воздействие электромагнитных полей, другие же объясняют это явление в рамках квантовой запутанности. Истинный физический смысл явлений, лежащих в основе работы данного прибора, остается неизвестным. Для воссоздания следующего погодного явления в миниатюре нам понадобится концентрированная серная кислота, изопропиловый спирт и перманганат калия. Аккуратно зальем в колбу кислоту и спирт, не дав жидкостям сильно смешаться друг с другом. Аккуратно добавим перманганат калия. В одно мгновение прозрачный раствор в колбе темнеет, над ним появляется дым, и мы наблюдаем маленькие вспышки, похожие на молнии. Настоящая миниатюрная гроза в колбе. Перманганат калия реагирует с серной кислотой с образованием оксида марганца-7, сильного окислителя. Он, в свою очередь, окисляет изопропиловый спирт до ацетона, после чего уже сам ацетон воспламеняется при контакте с оксидом марганца, тем самым создавая молнии в колбе. Красивые опыты представляют собой не только увлекательное зрелище, но также помогают постичь природу явлений и надежно закрепить в памяти их свойства. Не бойтесь экспериментировать и помните, что пытливому исследователю обязательно откроется завеса тайны.